Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как я делала вот такие розы. Букет до конца я еще не доделала, но вы очень сильно просили, чтобы я их показала, поэтому сегодня я покажу, как их легко и просто сделать, а уже в одном из следующих видео я покажу, как мы с вами будем собирать букет целиком. Так что давайте с вами приступать. В работе я использовала два оттенка бумаги, и, кстати, они между собой оказались очень-очень похожи, хотя в рулоне они разные. Так вот, это оттенки 17А3, 548, это два розовых оттенка бумаги, и 17А8, это темно такой оливковый. Очень люблю интересные зеленые оттенки в работе, не люблю обычный травяной цвет. Также для удобства всю свою бумагу я, так как у меня нету палитры, приклеиваю на обычные листы и вставляю в папки. И вот таким образом выглядит, так сказать, моя палитра. Зато я знаю, какой цвет мне нужен, под каким он номером и как он называется. И еще вот моя коробочка с проволокой. Вы очень часто спрашиваете меня про проволоку. Я использую вот все, что у меня есть. Да, я использую в работах флористическую проволоку, но, как мы знаем, флористическая проволока, она не дешевая, если вам ее очень-очень много нужно, и я думаю, что ее можно использовать в каких-то работах, где ее очень сильно видно. Но, а когда ее не видно, можно использовать совершенно любую проволоку. У меня эта проволока собирается отовсюду. Гаражи, бабушки, дедушки, где-то у мамы на работе, где-то дома при ремонтах. И вот, в таких толстых проводах есть вот такие тонюсенькие. Очень удобно использовать для тычинок и для очень мелких цветочков. Но для ножки цветов я использую вот такую проволоку. Она бывает тоже внутри разная. Это, по-моему, какой-то там кабель, что ли, или как он там правильно называется. Он в такой черной обмотке. Ее перед работой нужно снять. Снимается она в принципе легко. И отрезаем проволоку нужного нам размера. Но если у вас негде брать или негде находить такую проволоку, то любой электропровод продается в магазинах электрики. Поэтому заходите туда и спрашивайте то, что вам нужно. Мне кажется, это более бюджетный вариант, чем постоянно покупать флористическую проволоку. И вот у меня вот такие всякие разные кусочки, остатки валяются в этой коробке. И в нужный момент я беру нужное мне количество, нужную мне проволоку и работаю. Всегда подбираю проволоку по толщине к размеру основного цветка. Смотрим, как он в природе, и берем приблизительно такую проволоку. Теперь для серединки своего цветочка я буду использовать фольгу. Шарик фольги у меня диаметром приблизительно 2-3 сантиметра, может быть чуть больше, может быть чуть меньше, это не столь важно. Также вместо фольги, так как многие спрашивали, можно использовать конфетку. Подбирайте по размеру, приклеивайте конфетку на проволоку и декорируйте. Длину проволоки для своих розочек я выбирала где-то 20-28 сантиметров. Так как впоследствии мы будем делать букет, все розочки у меня на проволоке разной длины. Вот какой отрезала, такая и есть. И чтобы сверху ничего не просвечивало, фольга была закрытая, я приклеиваю небольшой кусочек бумаги, той же самой бумаги, из которой делаю сами розочки. Конечно, можно обвернуть всю фольгу, но зачем? Если по итогу у нас будет сверху видна только маленькая часть цветочка. Теперь для самой розочки понадобится два кусочка розовой бумаги размером 5,5 на 6,5 см и зеленая 5 на 7 см. Складываем лепесток и закругляем верхнюю часть. И вот, два лепестка вырезали, теперь растягиваем посередине. Именно посередине, именно в том месте, где у нас будет вставляться именно сам шарик из фольги. И один край подкручиваем. И так я делаю с двумя нашими лепестками.
Берем эти два лепестка вместе, накладываем один на другой. Приблизительно 1,5 сантиметра. Я делаю все на глаз, но тут не столь важно. Можно также и на расстояние 2 сантиметров. Просто ваши лепестки подкручены будут находиться в разном месте. Наношу капельку клея для того, чтобы было удобнее работать. А теперь запаковываем нашу серединку. Или если вы будете использовать конфетку. Прикладываю посередине. И что я заметила, когда я сильно натягиваю бумагу именно посередине, обтягивая наш шарик, сверху получается очень красиво. Поэтому сильно растягиваем бумагу именно посередине. Не сверху, не снизу, а посередине. Вот так у нас должно получиться. Теперь я подклеиваю края бумаги, чтобы у нас она не разваливалась. Ну и, конечно же, нужно подклеить снизу. Отгибаем, заливаем клей и сжимаем. Главное не обжечь пальцы. Вот, наш бутон готов. Осталось сделать к нему чашелистик. Берем нашу зеленую бумагу и вырезаем 5 зубчиков. Можно делать их чуть длиннее, чуть короче, смотрите уже сами. Можно сделать таким образом, чтобы ваш чашелистик доходил до самого верха цветочка. Я люблю делать постоянно по-разному, чтобы цветы выглядели в итоге совершенно разными и более реалистичными. Теперь я ногтем выгибаю каждый лепесток и тоже растягиваю снизу. Затем наношу клей и хорошенечко все приклеиваю. Снизу хорошо натягиваю, все хорошо склеиваю, чтобы переход от бумаги к проволоке был плавным. Так как у нас розочки будут без листьев и они в принципе у нас будут на виду, нам нужно сделать все очень красиво. Теперь отрезаю бумагу шириной 1 см, растягиваю и тейпирую ножку. Можно вместо бумаги использовать тейп-ленту. Я же всегда использую бумагу только за счет того, что мне кажется, что намного красивее смотрится, когда именно тейпированная ножка и сам чашелистик или листья в одном цвете. Закрепляем снизу клеем, и наша роза готова. Мне кажется, это очень простой и быстрый вариант, когда вам нужно много розочек, так как у меня в этом случае. Вот, все мои цветы готовы. Букет мы будем составлять с вами уже в следующем видео. В итоге у меня получилось 25 роз. Я делаю приблизительный набросок, как мне составить цветы в букет. Мой букет, скажу, будет в форме сердца, поэтому я тут немножечко рисовала. В следующем видео я вам покажу, как мы будем собирать букет и его декорировать. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!